Привет, друзья! С вами Анна Тюмерова. Я очень рада видеть вас на моем канале и предлагаю сегодня сделать подарок мальчику или мужчине, который увлекается футболом. Такую сладкую композицию мы сегодня сделаем для того, чтобы порадовать наших дорогих мужчин. Для изготовления такой композиции мне нужен будет кусочек пеноплекса толщиной 2 см. И ширина каждой стороны моего кусочка 24,5 см. Нужен будет один большой такой кусочек и маленький 5 на 5 сантиметров, высота 2 сантиметра. Вот такой небольшой отрезок нам нужен будет тоже. Берем 2 таких отрезка. Сладкую часть нашей композиции будут составлять шоколадки Риоба и вот такие конфеты. Риоба я взяла темный шоколад, можно взять абсолютно любой горький и молочный, в зависимости от того, какой шоколад любит тот, для кого вы его делаете. Шоколада Риоба мне нужно будет 28 штук. И еще беру вот такие вот конфетки, мне нужны белые и коричневые. Совсем полностью коричневых я не нашла, я беру вот такого коричнево-красного цвета. Думаю, это не так страшно, главное, чтобы именно здесь она была коричневой и максимально по краю. Будут немножко виднеться красные пятна, но это, думаю, не сильно будет заметно. И вот такие вот белые конфетки мне нужны тоже, чтобы снизу они были белые и по максимуму по бокам. Мне понадобится гофрированная бумага тоже, и для этой композиции я беру ярко-зеленую и вот такую серебристую металлик. Снизу она абсолютно белая, а сверху металлическая фольга серебристого цвета. И еще мне пригодится пленка зеленого цвета. Я беру вот такого ярко-салатового. Если у вас нет зеленой пленочки, можно взять фетр или какой-то другой материал. Главное, чтобы он был непрозрачный. Это важный ключевой момент для данной композиции. И беру вот такую вот сеточку. Она достаточно мягкая, она серебристого цвета. Она тоже нам пригодится для того, чтобы сделать такую красивую композицию, которую мы собираемся сделать. Плюс нам пригодятся и шпажки, и проволока. Проволоку беру толстую, такую толстую, которая у меня есть, она у меня 1,2 мм. И шпажки длиной 30 см, они не нужны такие длинные, мы их будем укорачивать той длины, которая будет необходима. Также мне пригодится искусственная зелень. Я беру вот такую осоку, она переливающаяся от светло-салатового до темно-салатового. Она смотрится лучше всего в этой композиции, но если у вас нет такой осоки, то бывает вот такая чисто одного цвета, темно-зеленого, можете взять ее, найдите любую осоку, которую вы найдете, и берите ее. Если вдруг вы не нашли такую осоку, можно такие длинные листья сделать из гофрированной бумаги зеленого цвета. И еще мне нужно будет взять мелкие цветочки, я выбрала вот такие вот мелкие цветы для данной композиции. Для декора беру бусины под росу, такие слегка прозрачные, диаметром 6 мм. И беру необходимые инструменты. Первое, что я делаю, это обклеиваю основу со всех сторон гофрированной бумагой зеленого цвета. Обклеивать надо достаточно плотно, как по краям, так и в середке, чтобы композиция сама держалась хорошо, чтобы ни шарик у нас не отлетал из конфет, и конфеты по краям, чтобы не болтались. И если гофру не заклеить плотно, эта гофра будет болтаться, и на ней будут болтаться те шоколадки, которые мы будем клеить. Поэтому обклеиваем все очень плотненько. Здесь можно взять не термоклей, а, например, клей титан, если вам так будет удобнее. Получается вот такой кусочек, обклеенный полностью гофрированной бумагой, и второй мы обклеиваем точно так же зеленой гофрированной бумагой. Теперь беру шоколадки Риоба и полностью этими шоколадками со всех сторон обклеиваем основу. Наношу по низу термоклей и приклеиваю в самом начале, начиная с самого края. Следующий приклеиваю плотненько к ней. И так обклеиваю всю основу. Получается сейчас вот такая основа с заборчиком из шоколадок. На ее основе мы будем собирать вообще всю композицию. Эту основу мы пока откладываем в сторону и берем конфеты. Из этих конфет нам нужно собрать футбольный мячик. Для того, чтобы конфеты были максимально приближены друг к дружке, я буду работать при помощи клея. Можно соединить проволокой или ниткой, но они будут больше топорщиться и болтаться. И чтобы они держались хорошо, будем крепить их на клей. С краешку на одну конфетку коричневого цвета я наношу термоклей и к ней прикладываю вторую, так, чтобы формировался круг. Чтобы 2 хвостика были рядышком.
и высота конфет была на одном уровне. Теперь дальше наношу еще капельку клея и прикладываю вторую конфету. Держу какое-то время для того, чтобы клей успел зафиксироваться. Дальше наношу еще клей, можно на белую тоже нанести. И приклеиваю следующую конфетку. Так, вокруг первой коричневой конфеты у нас будет 5 конфет. Хвостики можем тоже немножко склеить друг с другом, так будет удобнее работать. И серединка самого мячика тоже будет более прочная. Это важно. Теперь прикладываю следующую конфетку. И рядышком можно сразу приложить еще одну. И сейчас получается вот такая фигура. Посередине коричневая конфета и по краям белые. И кроме этой заготовки делаем еще одну точно такую же. Должно получиться 2 такие заготовки с коричневой конфетой посередине. Теперь переворачиваем эту заготовочку. И я отрезаю хвостик, который сильно торчит. Мне нужно, чтобы он не сильно торчал. У второй заготовки делаю то же самое. За счет того, что мы этот хвостик склеили, на нем тоже держатся конфеты, и основа у нас получается хорошая. А когда человек будет съедать эти конфетки, он будет разворачивать конфеты с этой стороны и съедать. Не нужно будет ничего разбирать. Теперь беру следующие конфеты уже чисто коричневого цвета. И эти коричневые конфеты нужно приклеить между конфетами белого цвета. Между ними наношу термоклей и приклеиваю конфетку. Так, чтобы был плавный переход, сформировался шар. Хвостик тоже можем немножко склеить с основой. Не вот этот торчащий хвостик, а вот здесь вот на месте перекручивания фантика. И так по кругу я приклеиваю 5 конфет. Этот торчащий хвостик мы убираем. Обязательно ждем, пока клей застынет. Здесь не торопитесь. Это важный момент, чтобы все зафиксировалось хорошенько. Получилась вот такая заготовка с белыми и коричневыми конфетами. И теперь соединяем 2 эти заготовки друг с другом. Вот так. И должен получиться шарик. Если вам не нравится и пробелов получилось много, да, между конфетами, то можно их немножко подвинуть друг к дружке и между ними разместить еще конфеты. Вот, например, вот таким образом. Конфет будет побольше и пробелов будет меньше. И тогда получится более плотная полоса с коричневыми конфетами. Теперь соединяем 2 эти детали. Посередине я наношу термоклей, прямо на эти фантики, которые, на хвостики фантиков, которые есть, и немножко на сами конфеты. И вставляю в эту середину вторую часть. И получается вот такой вот мячик, чисто из конфет. И этот мячик и будет центром нашей композиции. По диаметру у меня мячик получился 10 сантиметров. Для того, чтобы вам тоже ориентироваться по тому, как у меня получилось. Теперь возвращаю на место основу, беру ее обратно и определяюсь местом, где будет находиться мячик. Мне нужно, чтобы спереди оставалось немножко места, при этом, чтобы сзади ворота у нас уместились тоже. Поэтому я основу для шарика делаю от диагонали немножко вперед. И после того, как я определилась с местом, где у меня будет стоять мячик, я приклеиваю основу. Для того, чтобы мячик был немножко выше и хорошо виднелся. Теперь, до того, как мы будем вставлять сюда мячик, нам нужно сделать так, чтобы вокруг была трава. И для этого мы уже берем пленку. Из нее нам нужно отрезать квадратики 8 на 8 сантиметров. Делаем множество таких квадратиков для того, чтобы делать фунтики, и из этих фунтиков мы будем делать травку. Складываю я их вот так вот, таким образом, наношу немножко клея и приклеиваю. Здесь не буду фиксировать степлером, мне важно, чтобы фунтик был абсолютно хороший, чистый и не было никакой скобы, которая, естественно, будет портить вид. Делаю множество таких фунтиков для данной композиции. Наделав множество фунтиков, мне этими фунтиками нужно обклеить эту основу. Для начала я буду обклеивать только по краю. Обклеиваю так, чтобы фунтики выходили не сильно наверх. Поэтому
По самому краю мы тоже наносим клей, чтобы фунтики склеились полностью с основой. Можно просто на фунтик повыше нанести клей и приклеить вот так вот к основе. Так, чтобы края фунтиков чуть-чуть только выступали за пределы основы. Так я обклеиваю полностью по кругу. После того, как обклеила по кругу, серединку я пока не приклеиваю. Первым делом буду делать ворота. Беру две шпажки и отмеряю высоту, равную 21 сантиметр. На этой высоте я шпажку отрезаю. Со второй точно так же. Беру ее такой же высоты, как и первую. Получаются две такие шпажки длиной 21 сантиметр. И третью шпажку я отрезаю длиной 17 сантиметров. Каждую из них мне нужно обернуть гофрированной бумагой серебристого цвета. Для этого отрезаю полоску, равную полсантиметра, из серебристой гофрированной бумаги. И этой бумагой полностью оборачиваю каждую шпажку. Каплю капельку клеем и оборачиваем. Так сама шпажка становится полностью серебристая под цвет ворот и тех шоколадов, которые мы с вами использовали для данной композиции. Шпажки длиной 21 сантиметр я оборачиваю на высоту 20 сантиметров. 1 сантиметр снизу, где острие оставляю. Получается 3 такие шпажки серебристого цвета. Теперь беру основу и ставлю в нее палочки. Определяю, где примерно будут стоять эти палочки в моей основе. При этом определяюсь по ширине той верхней палочки, которую мы с вами уже сделали. После этого мне нужно понять, какой длины мне делать проволоку. Для этого я проволоку буду вставлять сейчас прямо в основу. И так как спереди ворота более широкие, а сзади более узкие, здесь у нас будет поуже. Поэтому я проволоку ставлю не на 90 градусов от шпажки, а примерно по диагонали. Расстояние сейчас у меня от шпажки до проволоки 7 сантиметров, 6,5. Примерно вот так вот я буду ставить шпажку и проволоку. Это задняя часть ворот. И чуть-чуть ниже высоты шпажки я начинаю загибать проволоку вот таким образом. При том, что сзади, чтобы она была более-менее ровненькой. И здесь она, чтобы загибалась. И вот так вот я определяю длину проволоки и загиб, который должен быть. И после этого я эту проволоку отрезаю. Теперь, после того, как я определилась с длиной первой проволоки, точно такую же копию я делаю из второй. Прям по этой проволоке я загибаю вторую. И точно такой же длины я ее и оставляю. И теперь эту проволоку мне тоже нужно обернуть гофрированной бумагой серебристого цвета. В самом конце наношу немножко термоклея и начинаю оборачивать. Так полностью всю проволоку я оборачиваю. При том, что на проволоке я местами буду наносить капельки клея для того, чтобы эта бумага у нас не раскручивалась. Потому что проволока более скользкая, чем шпажки. Снизу примерно полсантиметра я оставляю. Вот так вот обернула первую проволоку и точно так же оборачиваю вторую. Получается две проволоки, полностью обернутые гофрированной бумагой, и шпажки, которые мы тоже обернули. Теперь из этого собираем ворота. Ворота собирать буду прямо на самой основе. Так будет удобнее видеть все формы и удобнее будет собирать. Поместить мы можем их по-другому в любое время, но для начала нам нужно понять все размеры. Для этого я беру ворота и соединяю сначала 3 шпажки, которые мы с вами заготовили. И приклеиваю шпажку с одной стороны, потом капаю каплю клея на другую сторону ворот в самом верху и туда приклеиваю конец шпажки.
Итак, я собираю переднюю часть ворот. После того, как я собрала переднюю часть ворот, я поворачиваю композицию и начинаю приклеивать заднюю часть. Вставляю проволоку в основу и фиксирую концы проволоки и шпажки. Мне важно сейчас собрать именно каркас, а потом тканью можно обернуть как угодно, как вам хочется, как вам это удобнее делать. Самое главное сейчас это каркас. И то же самое делаю с другой стороной. Также проволоку приклеиваю к уголочку. Каждую точку теперь я фиксирую на термоклей, чтобы ворота уже не двигались. Аккуратненько поднимаю и вставляю в то же самое место, где они стоят. Итак, ворота уже закрепятся на основе. И осталось обернуть это все тканью для того, чтобы все хорошенько держалось. За счет того, что у нас гофрированная бумага из фольги, клей держится плохо. И поэтому фиксироваться будет дополнительно при помощи той сетки, которую мы заготовили. Замеряю ширину 8 сантиметров, при том, что добавьте еще примерно по 1 сантиметру на загибы. И берем 10 сантиметров такой отрезок, и высотой он у нас будет 21 сантиметр. 2 таких кусочка мы делаем из сетки. Получается 2 таких отрезка. Теперь снова беру основу, и мне эти отрезки нужно приклеить вот таким образом. Вначале вдоль шпажки по краю. Беру термоклей и вдоль всей шпажки наношу этот клей. Можно просто капельками местами. И быстренько, пока клей не застыл, приклеиваю сетку. Если снизу у нас топорщится, немножко отрезаем, потому что мы с вами ставим под углом там, чуть-чуть по диагонали проволоку, и поэтому часть сетки может быть лишняя. Теперь на проволоку наношу тоже термоклей, можно на часть проволоки для начала, и натягиваю эту сетку. И так полностью обклеиваю всю сторону. Для начала приклеиваю так, чтобы у нас зафиксировался край. Потом отрезаю лишние кусочки, оставляя примерно пол сантиметра по краю. С внутренней стороны наношу термоклей на саму проволоку и загибаю эту сеточку вовнутрь. Так она будет полностью огибать проволоку и хорошо держать саму проволоку и все остальное. И шпажки, и стык этих шпажек и проволоки, да, все вместе. Главное, клей, чтобы у вас был не горячий, за этим следим. Стараемся работать чисто, чтобы клей сильно не топорщился, чтобы он был только вдоль проволоки. Тогда его практически не будет видно, и работа будет аккуратная. И точно так же обклеиваю спереди, вдоль шпажки. И таким же образом, как мы сделали сетку сейчас здесь, мы делаем сетку и с другой стороны. Теперь я отрезаю кусочек 20 на 25 сантиметров, и мне нужно обклеить его поверху. Начинаю обклеивать вот с этой верхней реечки. Именно вдоль него наношу термоклей и к нему приклеиваю сетку. И после того, как я приклеила сверху, я поворачиваю композицию и обклеиваю с двух сторон. При этом очень важно соблюсти такой момент, чтобы оба края были на одном уровне. Сгибались вот эти вот боковые части одинаково. И теперь по бокам я отрезаю, оставляя также примерно
полсантиметра. Эти полсантиметра мы приклеим вдоль сеточки. Или можно даже приклеить, отрезать здесь полностью вдоль всей проволоки. И после того, как мы сделали эти ворота, нам нужно обклеить всю основу фунтиками. Все оставшееся пространство, которое у нас осталось, все заклеиваем фунтиком, так, чтобы основы не было видно вообще, и везде были фунтики с имитацией трафт. Также обклеиваем и за воротами, и перед воротами, и внутри ворот. Вот эту основу, которая у нас получилась, мы тоже обклеим фунтиками, так, чтобы эти фунтики смотрели в разные стороны, чтобы основу не было видно. При этом нам важно, чтобы основание было очень прочным, поэтому внутрь наносим клей, чтобы вот в этом месте, когда мы будем фиксировать с вами мячик, было все плотненько приклеено и ничего не болталось. Поэтому вот эти пустоты мы склеиваем. И после этого полностью до конца обклеиваем всю основу. У нас получается такая основа полностью обклеенная. Теперь берем мячик. И этот мячик нам нужно приклеить вот сюда, на эту основу. Приклеиваем мы на одну конфетку, либо верхнюю, либо нижнюю, которую вы хотите, вот к этой основе, так, чтобы у нас мячик хорошо стоял на этой основе. Наношу клей и приклеиваю к основе. И жду какое-то время, пока он застынет. Здесь очень важно выждать время. Теперь осталось задекорировать этот мячик травой и цветами. Как помните, я говорила, что декорировать буду вот такими маленькими цветами. Беру сейчас их, вытаскиваю из веточек. И каждый цветочек я буду крепить по отдельности. Для этого отделяю цветочки от самой ветки. Теперь этими цветами я буду декорировать левую сторону и правую. Просто как мне нравится, чтобы это смотрелось красиво, эффектно. В разных местах распределяю эти цветочки. Делаю такую небольшую лужайку с цветами. И точно так же декорирую с другой стороны. С левой стороны я буду декорировать немножко побольше цветами. Теперь беру веточки осоки, я их отрезала, и этими ветками буду оборачивать мячик. На конец осоки в самом низу я наношу термоклей и приклеиваю этот конец между фунтиками под мячиком. Оборачиваю мячик так, чтобы у нас получился хороший такой прогиб, но при этом стараемся, чтобы осока у нас сильно не сломалась. И в другом конце где-нибудь мы фиксируем его на фунтике. Так в разные стороны, с разных мест мы заворачиваем осоку вокруг шарика. Можем немножко переплести эти веточки друг с другом, чтобы они были переплетенные и смотрелось это эффектнее, чтобы немножко держали друг друга, как хотите. Плюс, если вам не удается закрепить их в таком положении, как вам надо, да, можно местами их зафиксировать на капельке клея. Например, вот в этом месте, смотрите, я беру, наношу маленькую капельку. Главное, чтобы клей был не горячий, иначе осока будет плавиться. И фиксирую здесь на клей. И у нас уже получается нужная форма осоки. И так декорирую вокруг шарика некоторым количеством листочков. И после того, как я сделала осоку, и меня более-менее устраивает результат, места стыка веточек осоки я украшаю бусинами. Будет ощущение, что там капельки росы, и смотрится это тоже очень красиво. Не обязательно всю осоку закрывать бусинами, можно буквально частями, чуть-чуть здесь, чуть-чуть и здесь. Посмотрите, как вам больше нравится.
это самое главное, чтобы вам нравилось. Вот и все, наша композиция готова. И вот такой очень интересный оригинальный подарок у нас с вами сегодня сотворился. Очень надеюсь, что вам понравился этот мастер-класс, и я вдохновила вас на создание такого великолепия. Делайте, творите, радуйте своих родных и близких сладкими подарками. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались. И до новых встреч! С вами была Анна Тумерова. Пока-пока!